Так, я всех приветствую. Меня зовут Виктор, я гипнолог. Со мной сейчас слипер Татьяна и слипер Олег, как хирург по энергетике. Мы сейчас поднимаемся с наставником и куратором на площадку. И тема сегодняшнего видеоролика – это ожирение и анорексия. Зададим несколько вопросов, попросим нам на них ответить. Ну, первое хотелось бы узнать, Олег, это первопричина вообще вот этой проблемы. Проблема, откуда она это берется? Или ожирение, или анорексия? Да, есть такая проблематика. Она берет свое начало непосредственно в мозгу. Мгм. В мозгу как нарушение. И это нарушение провоцирует собой определенные импульсы неправильные. То есть это как представим себе в неком участке мозга Мгм. есть определенный участок, который дал сбой, допустим, да, то есть и он принимает уже, начинает транслировать неправильные сигналы. Этот участок, отвечающий как за вообще состояние, общее состояние тела, да, то есть или его полноты, Мгм. или худобы, ну, то есть вообще его веса, его состояние общее. Вот при том, как идет сбой вот в этом участке, Мгм. у человека идет такое нарушение, да. Мгм. А человек, давай спросим, человек сам, вот как бы он приходит к этому, что ему там, скажем, ну, он некрасивый и толстый, ему хочется похудеть. Ему, вернее, надо похудеть, он или ему как-то навязывают там через соцсети, через интернет. Ну, здесь, как показывают, и так есть вариант, да. Есть вариант, как со стороны, да, то есть идет как информация, которая он начинает в нее верить Мгм. и начинает соотносить к себе. И вот этой веры внутренней того, что ему это очень нужно, что он очень, то есть самогнобение такое, да, что он Мгм. худой или наоборот, что он очень толстый, то есть что он некрасивый, да, такого плана, Мгм. что у него очень много, то есть он начинает накручивать себя. Это мысли постоянные, это мысли, которые так или иначе усугубляют, вот опять же проблему в этом участке мозга. Мгм. И это способствует вот этому развитию этой А, проблемы. давай спросим, а как она развивается, вот эта вот проблема у человека? Ну, развитие происходит, постепенно, это не происходит за один день. Это усугубляет его, как нервное состояние, да, то есть человек начинает, постоянно быть в раздражительном, таком, Мгм. чувстве, да, то есть что он недоволен собой. Постоянно не удовлетворен чем-то, да? Неудовлетворенность, да, то есть это каждодневный такой, знаете, кладешь в копилочку такой негатив, Мгм. и он, имеет свойство накапливаться. И у него, начинают появляться как такие навязчивые мысли, плюс, некие иллюзии, да. То есть он начинает видеть, если он вот, как, например, да, тут показывает девушку уже с такой анорексией Мгм. глубокой, да, а она все равно видит себя еще, то есть, ну, то есть полной, что ей нужно еще худеть, да. То есть И в получается, таком человек уже мгм. как бы не в себе, да? То есть он уже не понимает, что он делает. Да, да, здесь уже нужна ему помощь со стороны, потому что человек уже не контролирует свои процессы внутренние и вне, ну, то есть его умственные, то есть что происходит в его мыслях и так далее. То есть вот такое состояние. Мгм. А давай спросим, это же как бы получается одинаковая первопричина, что человек жиреет и что наоборот у человека анорексия? Да, первопричина одна и та же. То есть отвечает за это один и тот же участок мозга. Мгм. И так же самое, кстати, идет и нарушение и в ДНК. То есть такой же участок, то есть отвечающий за те же самые процессы в организме, это и в ДНК тоже идет нарушение. То есть это уже планомерно идет во всей его структуре, да? Мгм. Да, проблематика одна и та же.
А какие последствия вот для человека, который вот страдает там ожирением или наоборот очень худой? Состояние какое у него? Ну, пребывая в таком постоянно нагнетающем состоянии психическом, неуравновешенном, да, и так далее. Мгм. То есть, ну, это окончательный, вот показывает вариант, это уже суицид. М. То есть это не желание жить, то есть недовольство собой, Мгм. и так далее. Но это, видите, опять же, проявление уже идет, он понижает настолько свои вибрации, что здесь очень легко к нему как бы привязываются более, ну, не более, а темные сущности, да, более Мгм. разного порядка, есть более сильного и так далее. И Мгм. дальше уже они усугубляют эти процессы и уже навязывают им определенные мысли в плане суицида и так далее. Хорошо, ну вот, и вообще есть возможность устранить вот эту вот проблему, эту недуга? Да, Какие-то конечно, как конечно, это очень легко делается. В плане того, что вот хирургия Бога, она подразумевает любое устранение Мгм. любой проблемы. То есть это идет замена этого блока Мгм. непосредственно, то есть, да, проблемного как в мозгу человека, так и в ДНК. Мгм. Перед этим обязательно нужна очистка, то есть человека, чтобы он устранил все, как бы, да, то есть чтобы он был чист в плане Мгм. энергетическом и телесном, чтобы это не прогрессировало, да, то есть иначе будет все лечение будет зря проходить, оно М. развернется все. Мгм. Поэтому мы устраняем первопричину, и дальше идет реабилитация. То есть есть определенные у нас инструменты, которые нам дают высшие, это энергии планет. М. Они объединяются в единый как эликсир, и дальше уже дают человеку для самовосстановления. Мгм. А насколько это вообще эффективно? Вот как человек, допустим, ожиревший, он начинает худеть? Да, ему даются определенные рекомендации там по питанию, Мгм. по виду как бы каждодневного его каких-то движений, то есть что он должен делать. Его личные рекомендации, плюс, вот то, что мы сделали на энергетическом уровне, идет, полное выздоровление, да, то есть он самовосстанавливается. Опять же, ничего не происходит резко, то есть нет такого, чтобы мы пришли, откачали ему на физике 100 килограмм жира, и он Мгм. стал худым. Нет. То Мгм. есть он вернется очень быстро к состоянию своему первоначальному, если не устранить первопричину. Хорошо. Ну, вот получается, человек, он как бы не в себе, он вообще не понимает, что с ним происходит. А могут ли как-то родные помочь ему? Имеют ли право? Обязательно. Они имеют правила и обязательно должны помочь ему на начальных стадиях, как бы, да, показать ему, то есть указать ему как бы конечный результат того, куда он двигается, но и просить помощи у высших. То есть обязательно помощь нужна близким. Хорошо, на этом я тогда благодарю, высших. Олег, благодарю. И я тогда Повторю. прощаюсь с вами. Смотрите другие наши ролики.